1 декабря 2017 года. Это был самый обычный и скучный день, пока я не выглянул в окно. Там меня ждал настоящий ужас. В этом истрепанном коте я узнал того, кого больше никогда не рассчитывал увидеть. Я помню его еще летним рыжим котенком, который любил гонять мушек в траве и сидеть на самой верхушке тоненького кустика вишни под окном. Помню его сестру и брата, таких же резвых и веселых котят. На фото слева направо мама Дио, одна из местных кошек, сестра и брат Дио. Я видел, как они и другие росли, составляя одну большую кошачью семью. Гонял порой вредных детей, хотевших поймать котят и унести в никуда. Иногда поливал водой чужих дрочливых котов и часто косо глядел на людей, выгуливающих своих собак на дороге, недалеко от окон дома. Все время я испытывал странную гордость, когда мои пушистые друзья собирались вокруг очередной миски с едой. В целом же под моими окнами выросло несколько поколений хвостатых. Кто-то уходил, кто-то приходил, а кто-то на моих руках умер, разодранный домашней собакой, гулявшей без поводка. Привет собачникам с вечными убеждениями о доброте их питомцев. В итоге осталась эта банда. Да, рыжее облако справа – это Дио. Ровно год назад он был таким. Мне не передать эти чувства, когда я вновь увидел его. Одного, забитого, стоящего там за всех, кто не вернулся. Он был будто призрак. Я не мог бросить его и решил действовать. Нужно было его поймать, и это оказалось той еще задачей. Проблема была в том, что Дио был очень пугливым. Когда я вышел на улицу и попытался подойти к нему, он неловко, шатаясь, но стал убегать прочь. Я хотел попытаться догнать его одним рывком и схватить, но это было слишком рискованно. Я мог упустить его в одно из окошек подвала, и он, испугавшись, уже точно бы не вернулся. Тогда я несколько раз выходил к нему, ставил перед собой миску с едой и ждал, чтобы Дио сам подошел ко мне, но это, как и ожидалось, не сработало. Следующий мой план был полон изворотливости. Я взял старую сумку-переноску своего домашнего кота и хотел поймать Дио в нее, но для этого требовалось закрыть ее на расстоянии. Тогда я прорезал несколько дыр в матерчатой дверце и пропустил через них веревки, которые проходили через ручку переноски на ее верху. Положив в переноску пару блинов от гантели, я потянул переноску вверх, и она закрылась под этим весом. Я тогда чувствовал себя доктором Франкенштейном, и мне хотелось кричать что-то вроде «оно живое». Но волнение перед предстоящим делом не позволяло. Первый раз я решил опустить свою ловушку с едой, но не закрывать ее, а просто посмотреть, как поведет себя Дио. Зайдет ли он внутрь до нужной степени, да и зайдет ли вообще. Будут ли нормально затягиваться веревки с такой высоты. Все было идеально. Во второй раз я просто резко дернул вверх, когда Дио зашел в переноску. Дверца закрылась, и тогда я испугался, что Дио сможет силой протиснуться наружу, но никакого сопротивления не было. Совсем никакого. Когда переноска уже была у меня на руках, внутри, распластавшись, лежал беззащитный кот. Он упал в тарелку, был перепачкан кормом и просто смотрел на меня. После этого взгляда я перестал чувствовать какой-то успех. Я понял, что это лишь малое начало, и кота срочно нужно нести к ветеринару. На приеме Дио был словно тряпичная кукла, и врач без проблем провел осмотр. У Дио по какой-то причине не было нескольких зубов, он был истощен, его пожирали подкожные клещи. Все усы были вырваны, на лапах гноились раны, а морда сильно опухла. И когда ему делали уколы, чистили раны, уши, счищали какую-то дрянь с оставшихся зубов, он мурлыкал и щурил опухшие глаза. После приема я принес Дио домой и столкнулся с проблемой размещения. Нельзя было просто так выпустить его, он был слишком грязный, и вещи ржавели рядом с ним, покрываясь непонятным слоем грязно-рыжей пыли. К тому же он был заразен для животных, а у меня уже был кот. В итоге я поселил своего нового подопечного в старый аквариум. Своеобразный изолятор. Поначалу менял ему пеленки, а потом вычищал подходящего размера лоток. Давал корм, а затем стал варить ему куриную лапшу, в которую подмешивал порошок лекарства. Сейчас он поправляется и все лучше себя чувствует, хоть все еще проводит большую часть времени, как мальчик в пузыре. Он начал обрастать шерстью, перестал чесаться, а раны зажили еще в первые несколько дней. В еде Дио меры не знает, сказывается жизнь на улице. Приходится строго его контролировать. Каждый вечер я выпускаю его на прогулки по небольшой части квартиры и играю с ним. Скоро снова понесу его на осмотр и надеюсь, что доктор наконец разрешит его как следует отмыть и выпустить из аквариума.
Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где вы найдете еще много интересного.